Всем привет, друзья! Вы на канале Survagger, и сегодня я хочу предложить вашему вниманию обзор новой, весьма реалистичной игры выживастика, находящейся на данный момент в раннем доступе. Название игры совместило в себе два слова Survive и Island, выживание и остров. В результате получаем Surviland. И это название полностью отвечает действительности, хотя я бы тут еще добавил слово Hardcore, и для того есть причины. Итак, Surviland — это песочница с хорошо проработанными реалистичными механиками выживания в огромном открытом мире. Тут вы сможете на своей шкуре прочувствовать, что значит оказаться на безлюдном острове, отрезанным от общества и лишенным всех благ цивилизации. Вам придется в прямом смысле слова противостоять вызовам природы, среди которых будут погодные условия, болезни, а в будущем хищники, нарушения психики, вызванные одиночеством и прочее. Игрушка вышла в ранний доступ чуть более месяца назад, но того, что в ней уже есть, как мне кажется, достаточно для того, чтобы составить мне впечатление и принять решение о ее покупке. Ну давайте подробнее разберем, что же нам предлагает эта игра. Огромный открытый мир. К нашим услугам процедурно генерируемый огромный бесшовный мир, обычно состоящий из одного большого и множества мелких островов. До одних островов можно добраться вброд, до других придется добираться вплавь. В некоторых случаях не помешало бы что-то вроде плота, но об этом пока речи не идет, потому добираться придется своим ходом. На данный момент в игре имеется всего 3 разных биома. Это мелководье, напоминающее пляжи с пальмами с рекламных буклетов турфирм, манговый лес, сплошь состоящий из манговых деревьев, произрастающих из воды, и болото, покрытое камышом с редкими скоплениями сахарного тростника. Каждый из биомов имеет свой уникальный ландшафт, растительность, ресурсы и свои уникальные суббиомы. Биомы настолько разные в плане погодных условий и доступных ресурсов, что вам потребуется разрабатывать стратегии выживания под каждый из них отдельно. По своему небольшому опыту нахождения в игре могу сказать, что проще всего в данный момент выживать на мелководье, так как тут имеется вдосталь пищи и ресурсов для строительства, а также достаточно просто получить питьевую воду. Питьевую воду в этом биоме можно собирать во время дождя в пустые скорлупки от кокоса, размещенные на земле. Болото и манговый лес — это весьма хмурые территории, по большой части покрытые водой с редкими участками суши и недостатком множества жизненно важных ресурсов. Ну или я просто не обнаружил, как их можно добыть. К примеру, как собирать питьевую воду в этих биомах я так и не нашел. Тем не менее, в эти биомы нам так или иначе придется наведываться и даже какое-то время в них жить, что обусловлено сменой времен года. Живая природа. Живая природа — это не просто слова. Восходы, закаты, ясная погода, облачность, дожди, ветер и смена времен года – все это существует не красоты ради. Все это оказывает на нас самое непосредственное влияние, как и в реальной жизни. Погодная система в игре уже на данный момент проработана просто прекрасно. К примеру, летом или весной дожди будут весьма редким гостем, а вот осенью может просто не случиться и дня без дождя. По поводу зимы сказать ничего не могу, так как дожить до нее я пока что не успел. Тем не менее, даже самые, казалось бы, неблагоприятные проявления природы можно научиться использовать в своих интересах. К примеру, дождь — это не только плохая погода, промокшие ноги и простуда. Во время дождя, как я уже говорил, можно собрать достаточно питьевой воды, что позволит не умереть от жажды. Если у вас еще нет хоть какого-то маломальски годного укрытия, то от дождя вполне можно укрыться и под деревьями. От жары можно укрыться в тени деревьев или скал, тут подойдет все, что способно отбрасывать тень. Также спастись от жары можно, просто зайдя в воду и постояв там какое-то время. Согреваться на протяжении прохладных ночей в данный момент нам предлагают исключительно с помощью костра. А вот разведение огня тут в последнем обновлении сильно усложнили. Если раньше достаточно было просто сложить поленья, обложить все это камнем и по кнопке его разжечь, то теперь сам процесс разведения костра превратился в весьма реалистичное, сложное и интересное занятие. Теперь для разведения огня персонаж использует труд, палочку и планку с углублением в лучших традициях каменного века. Кроме сложности самого ритуала разведения огня, на успех также будут влиять окружающие факторы. Например, если температура окружающей среды слишком низкая или вы пытаетесь развести огонь под открытым небом во время дождя, то у вас ничего не выйдет. Реализм просто зашкаливает. Я тут подумал, если летом в хорошую погоду так сложно разводить огонь, то что будет осенью или зимой? Растения в Surviland также имеют большое значение, особенно это касается плодоносящих их видов. Каждое дерево, будь то банановая или кокосовая пальма, финиковое дерево, сахарный тростник и прочие виды, будут приносить плоды в зависимости от времени года. К примеру, бананами и кокосами можно будет полакомиться только с мая по сентябрь, а финиками исключительно с августа по ноябрь и так далее. А учитывая то, что эти деревья распределены по разным биомам, то получается, если не запастись провиантом, придется мигрировать в более благоприятный биом для текущего времени года. Правда, календаря у нас нет, и как определить, какое в данный момент время года, кроме как ориентируюсь по погоде, я пока не знаю. Что касается сбора урожая, тут тоже сделано достаточно реалистично. К примеру, банановые пальмы очень низкие, и собрать урожай бананов можно вручную, не прибегая к специальным инструментам.
Кокосы часто можно найти под кокосовыми пальмами, а если там их нет, но вы заметили, что кокосы есть на пальме на недосягаемой высоте, то со слов разработчика вы всегда можете ударить камнем или палкой по стволу пальмы, чтобы тряхнуть дерево, тем самым заставив плоды упасть к вашим ногам. Я пробовал бить камнем по стволу пальмы, но в результате мало того, что ни один кокос не упал, так еще и пальма перешла в какой-то странный режим, в котором зрелые кокосы вообще падать перестали. Можно также срубить дерево, чтобы получить все кокосы, что есть на пальме, но в этом случае мы на длительное время лишимся возобновляемого источника пищи, пока не вырастет новое дерево, так что это стоит учитывать. Проработанная система обмена веществ. В игре присутствует хорошо проработанная система обмена веществ, максимально приближенная к реальной. Тут учитывается то, что наше тело состоит из костей, жира, крови, жидкости и прочих моментов. Из того, что мне удалось заметить, на общее состояние персонажа, кроме внешних факторов, будут влиять еще такие параметры, как стамина, усталость, запас калорий, уровень мышечной массы, жажда, запас жира и кровь. Рассмотрим один из этих параметров на примере крови. Значение этого параметра в идеале должно быть полным. Если у персонажа имеется кровотечение или тяжелое заболевание, то этот параметр будет постепенно снижаться. На скорость восстановления этого параметра будут влиять запас калорий, жидкости и протеина в организме. Все полезные вещества восполняются в организме только пройдя этап пищеварения и усвоения. Пищеварение в игре также максимально проработано и представляет из себя самостоятельный раздел, состоящий из таких характеристик, как сытость, состояние пищеварения, состояние кишечника, вода, сахар, крахмал, жир, протеин и целлюлоза. Опять же, разбирать в этом обзоре каждый параметр я не буду, тем более, что игра находится в альфе и некоторые моменты могут еще измениться, но парочку примеров приведу. К примеру, вода, находящаяся в желудке, не может сразу превратиться в выносливость, но она легко усваивается и восполняет запас жидкости в организме. Сахар легко усваивается и достаточно быстро восполняет калории, но не стоит им злоупотреблять, так как это может привести к ожирению. В то же время крахмал усваивается достаточно долго и может на протяжении длительного времени снабжать наш организм калориями. Протеин является ключевым фактором, влияющим на увеличение мышечной массы и ускоряющим регенерацию крови. Протеин способен обеспечить наш организм калориями на протяжении длительного времени и дольше оставляет ощущение сытости. Единственный недостаток этого элемента – сложность его добычи, особенно учитывая то, что в игре еще нет животных и восполнять протеин приходится, поедая моллюсков, которых можно добыть из ракушек. В целом, выживание в игре Survival это не только необходимость утолять голод и жажду. Тут все намного сложнее и реалистичнее. Вам придется соблюдать баланс питательных веществ в организме, а для этого придется существенно разнообразить рацион. В свою очередь, чтобы разнообразить рацион, нам придется путешествовать по биомам, так как добыть все необходимые продукты питания в одном биоме просто нет возможности. Да и к тому же перечень доступных продуктов будет меняться в зависимости от времени года. Но что же нас может заставить соблюдать этот самый баланс? Все просто и одновременно сложно. Если нет баланса в показателях или наблюдается недостаток тех или иных веществ в организме, со временем мы будем получать уведомления о тех или иных симптомах, которые будут в разной степени влиять на общее состояние организма персонажа. Это могут быть как безобидные симптомы типа легкого голода, ни на что существенно не влияющих и воспринимающихся исключительно как извещение, но будут и такие, на которые нужно будет обратить особое внимание и которые могут снизить некоторые характеристики нашего организма. К ним относятся переохлаждение, перегрев, голодание, обезвоживание и прочее. Переохлаждение, к примеру, может сильно снизить скорость восстановления выносливости, а скорость расхода калорий существенно возрастет и так далее и тому подобное. Одежда в игре также имеет важную роль в выживании. Ношение соответствующих типов одежды может в той или иной мере защитить вас от негативного воздействия окружающей среды. Некоторые предметы одежды смогут защитить вас от ветра и холода, другие подарят защиту от палящего солнца или не дадут промокнуть под проливным дождем. Когда в игре появятся хищники, многие предметы одежды подарят вам еще и защиту от разного вида урона. В данный момент в игре из одежды есть только футболка и джинсы, которые на нас надеты в начале игры. Из того, что можно скрафтить, на данный момент пока что доступны накидка, юбка и шляпа, которые можно создать из листьев. В общем, питайтесь правильно, одевайтесь соответственно обстоятельствам, и все у вас будет, не то чтобы хорошо, но более-менее. Инвентарь и предметы. В игре реализована достаточно хорошо проработанная система инвентаря и предметов. Каждый предмет имеет свой размер, вес, внешний вид, плотность, прочность, качество, удобство и область применения. Размер и форма предмета определяют, сколько ячеек в инвентаре он будет занимать. Если предмет слишком большой для инвентаря, например, бревно или связка листьев, то такие предметы всегда можно нести в двух руках. Также от характеристик предмета зависит, сможет ли персонаж использовать его как оружие или в качестве инструмента. От размера предмета зависит, будет персонаж им орудовать одной рукой или двумя, а также будет варьироваться анимация ударов, расход стамины, наносимый урон и прочие моменты. Многие предметы можно разместить на поясе, это может быть топор, каменный нож, моток веревки и другое.
копье, молот, мотыга и другие большие предметы можно разместить за спиной. В начале игры нам доступно всего 12 ячеек базового инвентаря, но даже наличие этого набора объясняется одеждой, надетой на персонажа. Если снять и эту одежду, оставив персонажа в одних трусах, то в инвентаре пропадут и эти 12 ячеек. На данный момент есть несколько способов расширить базовый инвентарь с помощью самодельного пояса для инструментов, маленькой плетеной корзинки, которую можно повесить на этот пояс, и большой заплечной плетеной корзины, заменяющей нам рюкзак. Каждый из этих предметов также имеет свой набор ячеек и в интерфейсе персонажа занимает свое место в соответствующем разделе. И что самое интересное, каждый из расширителей инвентаря имеет свое ограничение не только по объему, но и по весу. То есть корзину нельзя будет полностью заполнить камнями, даже если предел веса для персонажа не был достигнут. Уникальная система крафта. Я видел много разных систем крафта, но такой проработанной, если честно, еще не встречал. Подробно разбирать крафт в этом обзоре нет смысла, потому пройдемся исключительно по основным моментам. Как я уже говорил, каждый предмет тут имеет свои собственные размер, вес, плотность, прочность, качество, удобство и область применения. Только камней в данный момент 3 вида, это известняк, базальт и гранит. Чтобы вы понимали, из каждого из этих видов камня никто не запрещает создать топор, но стоит помнить, что если лезвие топора создано из известняка, то проживет этот топор недолго. А вот, например, гранитный или базальтовый топор будет весьма крепкий и позволит срубить не одно дерево. Теперь подробнее о системе крафта. Каждый предмет может иметь от одного до нескольких узлов крафта в разных его частях. Список доступных действий, которые можно совершать с предметом на этих узлах, раскрывается в круговом меню и зависит от предметов, которые мы держим в руках. К примеру, если держать в правой руке камень, а в левой руке каменное долото и применить это на палке, то таким образом можно продолбить отверстие в палке, тем самым создав рукоять для будущего топора. А если держать в правой руке каменное лезвие, то применив этот предмет на всех 3 узлах крафта на той же палке, в итоге можно создать 2 более тонкие палочки и так далее. Также для многих рецептов может понадобиться рабочая поверхность, такой себе верстак. В качестве верстака можно использовать большой плоский камень, который обычно можно найти на берегу. Если же с камнем не повезло, то в качестве верстака подойдет пень только что срубленного огромного дерева. Строительство. В игре уже на данный момент можно построить все, что душе угодно, от простой палатки из палок и листьев до каменного замка. Как я понял, в плане строительства разработчики подошли следующим образом. Нет физики, нет проблем. Для строительства вам понадобится инструмент разметки, инструмент направляющих и инструмент поверхности. На словах сложно себе представить, как это работает, но на деле выглядит весьма логично и просто. С помощью этих инструментов изначально создаются фундамент, проекты частей здания, которые впоследствии можно обновить до реальных стен, потолков, окон, дверей и прочего. Ваша постройка сможет защитить вас от всех возможных проявлений непогоды, но для строительства хорошего убежища потребуется очень много материалов, потому перед началом стройки рекомендуется тщательно выбирать место под застройку. Чего ждать в ближайших обновлениях? Новые биомы и ресурсы. В настоящее время в игре есть всего 3 биома с разными климатическими условиями и около сотни разнообразных предметов, а все доступные рецепты крафта находятся на уровне каменного века. В планах разработчиков в будущих обновлениях добавить в игру металлообработку и все, что с этим связано, а это различные металлы, металлические инструменты, оружие и прочее. Также запланировано добавление нескольких новых биомов, таких как холмы, тропические леса, горы, пастбища и другие. Что касается разного рода живности, то сейчас в игре нет ни одного живого существа, ну кроме нас, конечно. В данный момент, если верить разработчикам, как раз идет работа над искусственным интеллектом животных и добавлением в игру разного рода живности. В ближайшее время планируется добавить рыб, птиц и сухопутные виды животных. У каждого животного будет свой собственный график сна и бодрствования, уникальная реакция на окружающие события мира и многое другое. Само собой, после добавления в игру животных способы их добычи также будут добавлены, так что ждем охоту, рыбалку, разделку тушек и прочие прелести выживания в дикой природе. Психическое состояние. Психика – это еще одна неотъемлемая часть персонажа, которой придется уделять не меньше внимания, чем потребностям тела. Достоверно известно, что многие выжившие в большинстве случаев погибали не от нехватки ресурсов. Основной причиной были психические расстройства, вызванные одиночеством, отчаянием и страхом перед неизвестностью. Потому разработчики решили, что не лишним будет в будущих обновлениях добавить персонажу такие параметры душевного состояния, как грусть, волнение, стресс и одиночество. Для этих параметров будут также добавлены симптомы, которые будут отражать их текущее состояние, которое в свою очередь будет влиять на общее психическое здоровье нашего персонажа. Со слов разработчиков, при сильном психическом истощении персонаж сможет вначале впасть в депрессию и, если ничего не предпринять, в итоге потеряет рассудок и сойдет с ума. Что имеем в итоге?
По моему скромному мнению, эта игра заслуживает пристального внимания. Возможно, после первого запуска крафт тут покажется очень сложным и непонятным, но потом привыкаешь. Хотя вначале хочется просто вырубить игру и удалить ее нафиг. Основной особенностью местной системы крафта является то, что тут просто нет списка рецептов, нет сетки крафта и прочих вспомогательных инструментов. Все рецепты приходится искать самостоятельно, изучая подсказки в описании каждого предмета и экспериментируя. Но уж коли и это не помогает, то всегда можно поставить лайк под видео и тем самым дать автору понять, что пришла пора записать гайды по крафту в этой игре. Если честно, то эта система крафта стала для меня как бы отдушиной после преступного упрощения крафта в 7 Days to Die. Само создание предметов тут реализовано таким образом, что ты не можешь просто поставить делаться 100 топоров и пойти пока заниматься своим делом. Каждый топор тебе нужно делать вручную. Причем делать придется отдельно каждую его часть и потом из готовых частей собирать топор путем связывания их с помощью веревки. И это только топор. Напомню, что игра в данный момент находится в альфе, и потому некоторые недостатки все-таки имеются. Самым обидным из которых является периодическое зависание при выходе из игры в главное меню или на рабочий стол. Если игра зависла, закрыть ее получится только принудительно. Но в этом случае есть почти 100% шанс, что ваше сохранение перестанет загружаться и придется начинать игру заново. На этом обзор подошел к концу. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, вступайте в группы ВК и на Facebook. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой игре, стоит ли следить за ее развитием и соответственно пилить по ней новости. Если это видео наберет достаточно лайков, обещаю записать гайд по крафту и выживанию в этой игре примерно на 3-4 серии. Ссылка на игру Survivalent в Steam и другие полезные ссылки вы найдете в описании под этим видео. А на этом у меня все. Всем удачи, всем пока.